Утро доброе. Мы все еще в Новой Чаре. За нами приехал новый транспорт. И мы едем дальше. Едем на заброску. Мы едем вдоль БАМа. И вдоль железной дороги есть вспомогательная магистраль дорожная. Но по ней ездят только КАМАЗы, вахтовки, ну и трактора всякие. Нормальная машина здесь не проедет. На Хане дорога через перевал, а мы сейчас сворачиваем в село Чапаолога. Значит, это Евентийское село. Вот, как ни странно, его первые основные поселения, такие большие, якут здесь поселился. Был такой, по-моему, Кузьмин фамилия у якута была. Ну, у него были враги, все, и он был советской власти, 30-е годы 20 века. Здесь, кстати, морозяки еще больше, чем у нас, сильнее. Но здесь они возле Чары, а у нас чем ниже, тем холоднее. Чем ближе к речке, тем холоднее зимой. И сколько здесь бывает? Вот у нас интересно, у нас, допустим, в Чаре 52, 51, Кюстинда 53, 54 может быть спокойно. Вот. Хотя 7 километров от нас, они чуть ниже и ближе к Чаре, там долина. Вот. Поэтому чем ниже к Чаре, тем холоднее, чем ближе к Чаре. А здесь ничего делают? Где работают? Администрация, потом здесь есть, по-моему, ФАП есть. Вот. И так, без объев, кто в Чаре работает там, Ездят вахтами. тут каждый день туда? Вахтами. Ну вот и река Чара. А на реке Чаре мы. А это наш, так сказать, склад вещей. Да, у нас начинается экстрим. Собака не наша. Этот транспорт нас покидает. Дальше будем продолжать на лодочках. Так, мы куда-то двигаемся. Пока не знаем. Это наши рюкзаки. Это наша лодочка. Я держусь. На мне жилет. Ну, поехали. Куда-то по реке Чаре. Стартанули в Ивенкийском селе и едем до озера. Название пока сказать не могу. Нас обогнали. Это были волны. Но они знают дорогу, а мы нет. Поэтому поедем следом. Вот эти отмели, в честь которых река Чара названа именно так. Красоты продолжают радовать нас, а мы сидим на мели. Будем... Главное, еда у нас. Вот это самое главное. И вода. Будем кричать, если что. Взять нас на буксир. Подплыть и взять нас на буксир, они не хотят. Смели вышли, но не завелись. Теперь нас спасают. Здесь похоже
продолжается. Мы, ну не знаю, на острове или на отмеле. Происходит экстренная починка нашего мотора. Вот что-то заработало. Возможно, мы поедем дальше. Восьмидневный круиз по Карибским островам. И человека, ну там каюты, да, вот их двое. Похоже на нашу конечную цель. Почти причал. Он висит метко. Значит, мы сюда прибыли. Так, вот сюда мы и прибыли. Какой Читинский облисполком. А мы что, уже в Читинской области, что ли? Забайкальский край. Забайкальский край. Озеро Арбакалир. Арбакалир. Вот сюда мы и ехали. Вот река Чара, а вон озеро. И мы сейчас туда и направляемся. Тоже оторвалась. С нашими пожитками. Троих высадили на острове. Будем подбирать. Теперь от берега, от причала, идем по тропинке к озеру. Здесь вот вообще не пойму, что это такое. Иголки мягкие такие. Сосна, не сосна. Некое растение. И вот идем. Почти по болотцу. Озеро, до которого мы долго плыли, шли и наконец-то дошли. Вон там лебеди, вон там на том берегу. А нам вообще вон на тот берег нужно. Потому что там будет спа-комплекс. И мы к нему стремились. Лебедей мы вспугнули. Обычно слышишь, как самолет летят. По звуку. Потому что у нас на воде Мощно. лодка. Одна у нас самая крупная птица. Путешествие продолжается. Речной волны выплывают расписные стеньки разина челны. На передними другой вариант. Стенька разин. Стенька разин на втором. И на третьем Стенька разин. На четвертом тоже он. Дальше идем. Куда-то туда. Ну вот, дошли до стойбища практически. Были тут раньше избы стояли и кончились. Так, берег хороший. Беседка осталась. Есть туалет.
Там вон еще озерцо. И вон оттуда мы пришли. И вот такая дорога. Остатки цивилизации. Здесь раньше был, ну, действительно курорт вот на этих источниках. Подъезд был, куда можно было приехать на машине. Но вот прошло 35 лет. Сами знаете, с какого времени. И тут вот земля после катастрофы. Назовем это так. Вот она, дорога проглядывается. Ну и все. Вон так далеко-далеко. Прям до озера. И так еще деревья особо не вылезли на дорогу. Осталось еще. Вот и прям по этой дорожечке мы попадаем к озеру. Вот оно, наше озеро. Местная вода, вон булькает, между прочим. Бух котел, и там сварился. Вот. Вот так вот, если вот так вот вдуматься, да, вот где мы сейчас находимся. Это ж прям... Одна из жоп мира. Расчистка спа-курорта идет полным ходом. В принципе, уже дикий не узнать источник, ну, дикую ванну. А уж вот эту цивилизованную вообще сравните, отмотайте на 2 минуты назад и сюда. Здесь есть еще дополнительные VIP-купальни. Вот, например, более... Сверхдородными грязями. Да. С прекрасным горяченьким песочком и илом. И вообще, это надо же такому случаю. А пар виден над водой? Вот только когда там изнутри, отсюда не видно. Вода холоднее, чем 52 градуса, но такая весьма комфортная. И лечебная, главное. Все, мы где-то в районе Чары, Забайкалья, 16 сентября. Вот потихонечку нарисовался наш 5-звездочный лагерь. Вон наша палатка. Медведь-то сюда, к кухне приходит, а мы вот подальше. Ну, если что, будем стучать, будем кричать. Если вы видите это видео, то все нормально. Обошлось. Палатка очень интересная. Конечно, ее на спине такую не потаскаешь, но она вот с таким предбанником, куда помещаются все вещи, рюкзачки и так далее. Это, извините, мы уже поплавали. Вот, научилась ставить 3 дуги. 3-я дуга идет вот сюда на предбанник. Ну, а так, в принципе, наверху перекрестная. Считается она 3-местной. Втискиваются 3 коврика. Вот они лежат внахлёст. Так что сегодня у нас вот такой отель. Так, эти колышки убираю. И вот тут держится на такой этой штуке. И на растяжку. Там туалет у нас. И, соответственно, ванны. Ванны, которые мы уже все приняли. Вон на просушке. Вода шикарная. Идти не очень удобно, но зато удовольствие много. А вот на дереве остатки, следы от медведя. Он сюда приходил, точил коготки. Вот. И вот наш лагерь. Вип-место. Вечером меняется. Потихонечку мы не рискнули сюда залезть. Вода 52 градуса. Вон поднимается порог. Вот наша очищенная заводь здесь кипит практически. У нас сначала как делают? Берут ложечку и обязательно в огонь надо. Я не пойду.
Вот, родимая. Он Ну, засел. хорошо. Это водка была. Это за всех или каждый? Какая же была? Это обязательно. Она так. ушла в огонь. Потом еще по-другому бурханят А что нужно? называется. Берут пальцами. Нет, мы все на пальцами. 4 стороны. Мы пальцами на 4 брызгают стороны. тоже. Да, побрызгали. А ложкой можно? А это плов. Нет, все, это достаточно. Короче, у нас праздничный ужин. Только не сетями удочка. Неинтересно. Ну, Я не люблю. всегда будет готов. Я училась. Да, вести, правда. вот Лена, это штрафа нет, нифига. пришли Надо наши что-то. рыбаки. Это с одного улова. Так, вот она рыбка. Ее обезглавливают? что ли? Нет, пока зачем? потрошат. Жабры вытаскивают. Это же Не прям уха же. Жабры горчат, когда это. Это же уха будет. Самое грязное у рыбы это как раз жабры. Через нее она же фильтрует все. Проходит через Живая, жабры. смотри, хвостом шевелит. Я не могу, я не могу. Ну, это суровая природа. Ну что, мы с вами на Ты её природе. есть не будешь, что ли? Нет, есть я буду, но